Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Спасибо вам за то, что вы со мной. Благодарю вас также за добрые слова. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад, кстати, общий. Нужно любить себя, искать себя и никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Мои хорошие, тема сегодняшнего расклада. Тайная информация. Что тебе необходимо узнать? Пришло время узнать. Так, что-то из прошлого, связано с каким-то вашим состоянием, мягко говоря, нересурсным состоянием, где вы оплакивали, может быть, что-то. Вот как-то. Какая-то такая интересная информация. Сейчас посмотрим. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Понятно. Очень интересно. Для чистоты эксперимента буду докладывать, что такие карты вышли. Первая карта — диссонанс. Как будто бы встречаете людей, воспринимаете людей, считаете, знаете, каждый воспринимает этот мир, да, сквозь призму собственного этого восприятия мира, и людей воспринимает, наделяет их теми качествами, может быть, которыми и вот вы в какой-то мере обладаете, да. Как будто бы можете приписывать какие-то качества, в данном случае хорошие качества. Поэтому где-то, может быть, обманываетесь и рады обманываться даже. А тут показано, вот люди вокруг вас держат, не говорю все, некоторые держат за спиной этот кинжальчик, то есть планируют свое что-то, может быть, как минимум утаивают от вас что-либо. Но у нас же и тема расклада — тайная информация, да, секретная информация. Интересно, что сейчас всплывет. Мужской силуэт, да, у кого-то в прямом смысле проиграется мужчина. Опять-таки, разочарование в нем. Где-то, может быть, даже вы ошарашены были в моменте, когда увидели его вот таким вот каким-то. Узнали о том, что, может быть, какую-то двойную игру ведет. Может быть, у него какие-то эти двойные стандарты. Опять-таки диссонанс. Видите, женская головка красивая, длиннющая, несоизмеримо шея. То есть ваши ожидания от чего-либо, в данном случае от общения с кем-то, может быть, ожидали взаимоотношения, выстроятся как-то. Или вы прикладывали усилия для того, чтобы они выстроились. В общем, ожидания были одни, а все казалось совсем не таким, может быть, радостным. Какие-то хитрые лисы, причем не одна. Тут еще какие-то как это называется, господи, волки в овечьей шкуре. Сейчас посмотрим. Лисы хитрые. Это вы хитрая лиса? Вокруг вас. Это вокруг вас лиса, и у меня выскакивает лиса. А тут у меня вышло, это вы хитрая лиса, ангел и демон. Тут как будто бы вы уже стараетесь приспособиться к этим, к этому окружению. Может быть, понимаете, что нельзя в открытую играть вот с какими-то людьми, которые хитрят, пытаются использовать вас, там, может, навязать свои правила. Старайтесь как-то так маневрировать, дабы, может быть, удержаться на плаву. Может быть, какое-то время, даже если вам нужно с этими людьми, картопланы какие-то строить. Может, совместные бизнес-проекты, может быть, рабочие, в принципе, союзы, да, вот как-то соприкасаетесь. Вы понимаете, нужно где-то учиться даже с такими людьми, к сожалению, наверное, выстраивать диалог. Тут так. Так, вот это вот волк в овечьей шкуре. Это вы? Да нет, это точно не вы. Карта святая вода, и у меня за кадром кот прям закричал. Нет, это не она. Святая вода, нет. Вы подальше от таких людей хотели бы держаться. опасаетесь, прекрасно понимаете, что общение с такими людьми ничем хорошим не закончится.
Но тем не менее, так как они тут вышли, значит, получается, те люди в вашем окружении. Ух ты, ё-моё, карта рот, это что значит? Иллюзия. А, это вы считали. Мгм, да, это вы считали этих людей, может быть, родными, прям, ну как в смысле, родной коллектив, да? Людей приближали к себе. Кто-то считал их другом, подругой, да, вот и показана карта рот иллюзии. Это ваше заблуждение было. И карта крысы, люди за вашей спиной что-то там опять-таки могли элементарно даже пакостить вам. Со злым умыслом, без злого умысла, но вы их принимали за одних, они оказались другими. Почему-то мне вот из расклада в расклад такая информация идет. Я не понимаю, о чем это. Может быть, просто даже как предупреждение, аккуратней. Планы, которые вы тут строите, никто не говорит вам, что вы не должны там и развиваться, и прикладывать усилия, и строить планы. Правильно все вы делаете. Но просто аккуратно в выборе этих партнеров, аккуратней, и вы уже тут предупреждены изначально, как будто бы. И эти люди, понятно, скрывают от вас свою сущность, суть свою. Они тут прикидываются белыми, пушистыми, может быть, стараются вас даже там то ли спровоцировать, то ли, если там какие-то есть в коллективах женских часто там условно делятся на два лагеря. В принципе, бывают такие моменты, когда вас хотят заполучить какой-то из этих лагерей на свою сторону. Тут аккуратней, потому как, честно говоря, вообще не стоит, по-моему, доверять этим людям. Но у меня такое ощущение, как будто бы вы уже это сами понимаете. Так, а планы строите. Строите планы. О чем? Ну тут у кого-то очень, опять-таки, смотрите, разбитое сердце, мечты, иллюзии с каким-то мужчиной связано. Душевные муки, ничем хорошим не закончилось. Как будто бы в любовной сфере могут быть, ну, знаете, не верите даже в то, что вы можете построить с кем-то уже действительно те отношения, на которые бы вы хотели бы, ну, не то, что там претендовать, нет, так некрасиво скажу. Ну, вот изначально идеальные для вас эти отношения, как будто бы уже такое разочарование в мужчинах, может быть, во взаимоотношениях, да, и вы сами, может, говорите, да лучше мне, наверное, одной, лучше я займусь чем-то там, и то ли карьерой, то ли в хобби, то ли вот чем-то таким, раскрой свой потенциал. Потому как не хочу я больше этих бумерангов. Но тем не менее, несмотря на все это, по карте Лилия, тут девочка расцветает, как второе, третье дыхание открывается. Может быть, сейчас как раз такой период, когда вновь и снова вы стали наблюдать, замечать, что на вас обращают мужчины внимание, и вам опять и вновь хотелось бы вот какой-то такой романтики. Но тут уже понятно, с опаской вы смотрите, боитесь бумерангов. Ну, тут девушка такая, как цветочек, цветет и пахнет. И, в принципе, запрос улучшать себя, расцветать. Вот как-то так. Такая ваша сигнификация. Такая у меня вышла ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какая тайная информация сейчас вам откроется? Какая-то информация, которую вам пришло время ее узнать. Какая-то тайная информация. Так, какая тайная информация вам откроется, и пришло время вам ее узнать. Итак, начинаем. Буду докладывать.
М. Ух, как интересно. Смотрите, первые карты говорят о том, что то, что вы долгое время воспринимали как потеря, утрата, у кого-то утрата любимого человека, ну, потеря любви, так называемой. Видите, тут потеря, но девушка и мужской силуэт, да, и этот мужской силуэт это как фантом. Этого мужчины рядом с вами нет на физическом плане, как будто бы, по крайней мере, я не вижу, чтобы он прям проявлялся как постоянный ваш какой-то партнер. Но как будто бы ваша душа его не отпускает. Ваше сердечко еще принадлежит этому человеку. Мало того, что он тут вас, как за, видите, этот фантом держит за горло, удерживает. Это как погружение в прошлое, напоминание о прошлом. Вы можете всех мужчин сравнивать с вот этим вот. Тут еще и поддерживаете сами эти воспоминания. Может быть, даже на автомате всех с ним сравниваете. У кого-то так. Поэтому, видите, тут у этой девушки поверх нее еще мужской силуэт какой-то. Говорит о том, что в ее жизнь могут приходить новые мужчины. И могут там попытки быть, у вас есть, будут попытки создать, может быть, новые взаимоотношения. Но опять-таки, как будто бы вот этот фантом, он мешает, накладывает отпечаток, эта вся история, на все ваши нынешние взаимоотношения. Ну, по идее, нужно это все проработать, сделать выводы и забыть, и жить счастливой жизнью, и позволять новым мужчинам приходить в вашу жизнь. А тут вот смотрите, как будто бы, ну не знаю, насколько это секретная информация, тут вот как будто бы высшие силы вам говорят, посмотри на эту ситуацию по-другому. Уже время, может быть, прошло, и ты подсвети сама себе. Вот этот вот мужчина, которого ты оплакивала какие-то свои нереализованные, может быть, мечты, союза с ним. Тут карта Павлин. Этот мужчина любит себя. Этот мужчина привык себя на первое место ставить. Этот мужчина, в принципе, знаете, такой, как вам сказать, да, он очень привлекателен. Привлекателен в первую очередь даже для многих девушек тем, что он знает себе цену. Он может подчеркнуть свои достоинства. Он тут даже, как вам сказать, делает акцент на всех своих достоинствах, умело камуфлирует там свои недостатки, сглаживает какие-то там даже какие-то непонятные вопросы, много утаивает. Но вот это оперение, вот, он его, как этот хвост, видите, павлине, распушил, и это как какая-то как дымовая завеса. И прям много девушек на это клюют. Говорят, вы, к сожалению, стали одной из них. Вы приняли вот этого павлина за тут карта танец любви, за ту самую любовь. Вполне возможно, страсть накрыла. Но так как вам хотелось любви, тут вы приняли желаемое за действительное. Соблазн был большой. У кого-то сексуально это действительно накрыло такое чувство, я не знаю, страсть, да, наверное. Тяга, зависимость. Ну, тут у многих созависимые отношения. При этом говорят вам, в то время вы по-другому бы и не могли. Вы как, тут карта слепота, тут у вас как повязка на глазах была. Вы сознательно не видели каких-то его проявлений, которые он то ли скрывал, то ли вы даже не хотели это замечать. Карта холод. На самом деле тут история о том, что если все назад, может быть, просто проиграть назад это все, присмотреться к этому мужчине, проанализировать. Карта холод. Давал ли этот мужчина вам внимание, заботу, тепло? Потому что тут карта холод. На самом деле вам, может быть, постоянно не хватало его внимания. И в этом даже своего рода фишка какая-то его, да, он как будто бы может красоваться сам, показывать, какой он ресурсный. И девушки хотят с ним быть рядом, автоматически хотят где-то
типа дотянуться до его какого-то уровня, а-ля уровня. Но это все как-то, как вам сказать, очень много тут наносного, того, ну, как будто бы вот фасад есть, да, а вот если дальше там разобраться, копнуть, там очень много будет нюансиков, много вопросов. Вполне возможно, мужчина был вот эмоционально холодный. Мужчина мог вас как держать в состоянии вот, знаете, такого, как дрессировка вот. А ты ради меня постарайся, а я, может быть, еще и выберу, а ты ради меня покажи, на что ты готова. Тут вот как будто бы такое, тем самым, будто бы он мог даже с себя снимать, ну, знаете, как будто бы ответственность за построение этих отношений, как будто бы такой знак вопроса. А что ты будешь делать для того, чтобы мы были вместе? Тут как будто бы, я же говорю, как могли какие-то манипуляции. Ну, это вообще не о любви, честно говоря. А вы могли принять, опять-таки, желаемое за действительное. Ну, тут эта карта холод. Вам могло быть, ну, катастрофически не хватать его любви, поддержки, внимания, элементарно даже понимания. Этот мужчина выбирает меня или нет? И какой формат отношений он хотел бы дальше со мной развивать? Так, секретная информация какая-то. Не знаю, тут так интересно. Карта якорь — это стабильность. Сейчас буду уточнять. Мне, конечно, очень хочется прочитать это. Прям так хочется прочитать, что как будто бы секретная информация — это скорее о том, что карта княгиня, вы какое-то время хотели быть идеальной для этого мужчины, а почему-то вам говорят, а вам нужно не стараться для кого бы то ни было быть идеальной, а наоборот, по карте змея мне так идет, быть более мудрой. Тут даже больше какой-то женской хитрости, мудрости, об умении сохранить свои какие-то ресурсы, приумножить их, при этом оставаться какой-то вот такой, в то же время, знаете, змея, она мудрая, но она и опасная. Это змея, она, с одной стороны, ну, это сексуальная тоже карта сексуального влечения. Ну, я могу так это считать. Тут как будто бы больше сделать акцент не на том, что там я буду стараться для кого-то стать тем самым идолом. Это как-то это, скажем так, это не совсем вы тут достигли желаемого результата, да, стараясь его привлечь и этим. А тут скорее всего, тут даже женщине как будто бы не нужно было этим заниматься, а нужно было, наоборот, может быть, даже где-то показать свою независимость. По карте змея даже желание и умение где-то при желании даже укусить. Но это хитрость, это где-то, вот не хочу это слово, вот обхожу какая-то, как изворотливость, это умение приспособиться к ситуации. При этом, ну, змей вообще-то не обижают. Змей, как правило, обходят 10-й дорогой. И мудрость женская, тут и княгиня. Просто как будто бы информация вам. Тут, если вы хотите стабильности, тут будто бы нужно научиться, может быть, даже где-то как-то научиться вовремя, понятно, рамки границы и как-то ужалить даже, не бояться ужалить, тем самым, может быть, в перспективе, знаете, изначально вы боялись потерять этого мужчину. Вот я как-то так поведу себя, может быть, резко, грубо, и я его потеряю. А тут, как-то говорят, в данном случае, если вы замалчивали, если вы давали шансы там, где не нужно, там, где мужчина, может, уже на голову вылез, да, то... А вы все пытались до идеала, до какого-то, сами стать идеалом, дотянуться. То, говорят, это своего рода как идет обесценивание. У кого-то, вот, не знаю, сколько это тайная информация, девочки, говорят, изначально была страсть,
но вы могли слишком много сами этой инициативе проявлять. Может быть, вы ждали от него, он никак не проявлялся. Может, вы начали там провоцировать. Говорят, вы слишком показали свою заинтересованность. Тем самым по карте отшельник мужчина мог отдалиться, да, и выбрать какую-то такую позицию. Тебе нужно, а ты и проявляйся. Вот тут вот как будто бы изначально вот это вот какое-то вот нарушено, ну не знаю, как насчет правила, не правила, но взаимодействие. Я думаю, вы потом уже сами это понимали, и вы сами хотели бы, чтобы мужчина больше вкладывался, проявлялся. А тут как-то по карте отшельник, получается, он своей жизнью жил и позволял просто, может быть, себя любить, и себя выбирать. Вот тут вот так вот. Говорят, просто задумайся, как будто бы не то, что там нужно поменяться ролями. Тут нет, я вижу с его стороны тут манипуляция, как будто бы он для себя осознал в один момент, что вы им дорожите больше, чем он вами, что для вас эти отношения значат намного больше, чем для него. Вот тут вот как-то так. Давайте еще какая-то информация секретная, тайная. Ну, скорее всего, тут карма, тут закрыт урок, девочки. Все. Скорее всего, вы все это уже осознали сами, и я просто лишний раз это просто как подтвердила. И вам это было необходимо для чего? Для того, чтобы больше вы свою жизнь каких-то таких личностей, таких мужчин не пускали, не подпускали. То есть вы уже сейчас, скорее всего, сами понимаете, с кем вам хорошо может быть и действительно комфортно, и там выстраивать какие-то отношения, и какой-то ну, не знаю, там прям, может быть, у кого-то вы уже заранее рассматриваете и видите там мужские эти манипуляции какие-то, может быть, уловочки. Тут уже все это пройдено. Тут прям как хочется сказать, там, где ты учился, я преподавала, вот тут, скорее всего, сейчас вы будете даже автоматом отсеивать вот каких-то таких личностей. Угу. Ну дай бог, может быть, вот сейчас вы уже изменились, вы уже с опытом, с другим абсолютно. И на эту вашу новую энергетику совершенно другого качества притянутся мужчины. Это за меня, это что? Сердце. Ну, тут своего рода говорят, когда вы научитесь, может быть, где-то давать отпор, где-то говорить четко нет, там, где вам не нравится. При этом это все-таки змея. Это и сексуальность, и женская какая-то мудрость, гибкость, хитрость. То вам говорят, вот как будто ситуация изменится. Карта лед. Лед тронулся, господа присяжные. Да, и карта сердца. Вы вновь сможете, может быть, полюбить. В вашу жизнь придет эта любовь. Ну, то, скорее всего, настоящая уже любовь. Скорее всего, вот это тайная информация, да? Трудности закончатся, да. Сейчас как будто бы вы, может, смотрите на мужчин, смотрите там на какие-то парочки влюбленные. Вы за них рады, но для вас это вообще как будто бы думаете, боже мой, не хочу. Больше никогда. Там, а тут говорят, это закончится. Вот на самом деле. Тут почему-то как будто от вас ждут, тут по этой карте змея, прям вот каких-то ваших вот конкретных проявлений. Я имею в виду в коммуникации с мужчиной. Может быть, по-другому вы должны как-то на них реагировать. И вы уже, похоже, уже вы правда на них по-другому реагируете, на мужчин. Ну, у кого-то тут и на работе, кстати, может быть знакомство, да, новые какие-то перспективы. Но тут вам говорят, самое главное не входить во взаимоотношения из состояния скуки, да, как будто бы, ну, не повторяйте ошибок, не нужно, опять-таки, принимать желаемое за действительное. По идее, свою жизнь нужно делать ярче, насыщенней, наполненней, дабы у вас не одна там любовная сфера была, да,
там хобби какое-то ваше, отдых активный, общение с друзьями, подругами, в принципе, какие-то свои планы, тут, чтобы жизнь кипела, да, тогда вы не будете искать в мужчине, знаете, как человека, который спасет вас от этой скуки, с которым жизнь ваша изменится в лучшую сторону. У вас она уже будет меняться, но у вас уже будет классно. И вот в эту классную жизнь тогда и придет классный какой-то мужчина. Все, мои хорошие, на сегодня все. Такой расклад получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.